Закончили мы с вами 10-й ряд и переходим к 11-му. Вязание поворачиваем. И вот сюда, в первую арку, вот сюда, вяжем столбик без накида. Вот в эту арку вяжем 6 столбиков с одним накидом. 1, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Второй столбик сюда же. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Третий столбик сюда. 3 воздушки. 1, 2, 3. Четвертый столбик с накидом. 3 воздушки. 1, 2, 3. Пятый. Один, два, три. И шестой. И вместо пико у нас получаются вот такие кудряшки. Вот сюда вяжем столбик без накида. А вот в эту арку свяжите самостоятельно 6 столбиков с одним накидом и между ними 3 воздушные петли. Вот, связала я 6 столбиков, такие же, как здесь. Вот в эту арку вяжем столбик без накида. Теперь вяжем 2 воздушные петли. 1, 2. И вот сюда, в центр соединения, нужно связать пико. 1, 2, 3. Ну, вот так. Опять 2 воздушные. 1, 2. Вот сюда вяжем столбик без накида. Значит, вот в эти арки вяжем столбики без накида. А между ними будем вязать 6 столбиков. Вот сюда мы столбик без накида, а сюда 6 столбиков. Давайте 1, 1, 2, 3. Второй. Один, два, три. Третий. 1, 2, 3. Четвертый. 1, 2, 3. Пятый. 1, 2, 3. Шестой. В следующую арку вяжем столбик без накида. А сюда, вот мы их не заполняли, опять вяжем 6 столбиков и 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сюда тоже свяжете 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую арку вяжем столбик без накида. В эту арку опять 6 столбиков. В
в следующую арку столбик без накида. И так вы обвязываете самостоятельно. Давайте я вам сейчас расскажу и покажу. Так, где у нас тут пико? Тут пико в центре. Значит, в самую первую арку общего большого мотива связали столбик без накида. В следующую большую арку 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сюда столбик без накида. Опять 6 столбиков. В эту арку столбик без накида. Сюда 6. Вот давайте вторую половину я вам покажу, чтобы потом разговоров не было. Вот 6 столбиков связала. Вот в эту арку, вот она идет. То есть через одну арку вяжем. Вот сюда столбик без накида, а в следующую большую 6 столбиков. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6. Сюда вывязываем столбик без накида. В следующую арку тоже 6 столбиков с одним накидом. 1, 1, 2, 3. Второй столбик. 2 уже. 1, 2, 3. Третий. 1, 2, 3. Четвертый. 1, 2, 3. Это 5. 1, 2, 3. Это 6. 2 воздушные петли. 1, 2. И вот сюда вывязываем пико. 1, 2, 3. И вот сюда в серединку. Ну, в принципе, каждый вывязывает по-своему пико. Кто как хочет. Вот. Опять 1, 2. Вот сюда вяжем столбик без накида. А в большие арки, вот в эти, вот в эту, вяжем 6 столбиков. И вот здесь получится 6 столбиков. Значит, вот сюда столбик 1, 2, 3. Значит, в эту арку. Сюда вы свяжете столбик без накида. В эту арку опять столбик с накидом 6 штук. Сюда столбик без накида. В эту центральную
тоже 6 столбиков с накидом и 3 воздушки. Ну, тут, по-моему, уже заблудиться невозможно, тут уже все и так понятно. То есть через одну арку столбик, столбик без накида, 6 столбиков, столбик без накида, 6 столбиков, столбик без накида. Заканчиваю я последний ряд. Вот 6 столбиков провязала сюда. И вот сюда в последнюю арочку из одной петли вывязываем столбик без накида. То есть эту часть в конце мы обвязываем точно так же, как и в начале. Все, нитку отрезаем. И верх мы закончили. Вот такая получилась корона. Сейчас мы вот здесь свяжем налобную часть. И можно будет уже отпаривать, стирать. Но не гладить. Если у кого такие нитки, гладить не стоит. Только отпарить. Теперь берем нашу таблицу, находим свой размер и смотрим диаметр донышка. Вот у меня 38 размер и диаметр 12 сантиметров. Я округлю. Берем наши изделия, намечаем центр. Вот он у нас. И лучше всего ниткой, потому что маркер вытянет петлю. Маркер не стоит ставить, потому что петля вытянется. Поэтому лучше ниткой цветной. Центр отметили. И от центра отложите радиус вашего изделия. Вот у меня 6 сантиметров сюда и 6 сюда. Вот 12 сантиметров. По идее, у вас на одинаковом уровне, в одинаковом месте будет маркер. Вот нить. Вот у меня после этого элемента и здесь сразу же. И теперь мы должны вязать налобную часть. Причем здесь мы идем на увеличение, увеличиваем, у нас же донышко идет. А с этой части, вот эти части, мы уже будем вязать по прямой. Значит, буду рассказывать, как вяжу я. От центральной части отступить 1, 2, вот в третью петлю, в третью. Но не берите за ушко, я боюсь, оно вытянется, а чуть пониже. Вот так. Теперь берем нитки. Один, два, три. Одну петлю пропускаем, под следующую вяжем столбик без накида. Один, два, три. Центральную пропускаем, под следующую петлю вяжем. Столбик без накида. Один, два, три.
Вот у нас следующая петля, ее пропускаем, и вот под эту вяжем. Итак, провязали мы с вами один ряд, 3 петли, и обратите внимание, между ними только одна петля. Опять свяжем 1, 2, 3. Повернулись. Столбик без накида в арку. 1, 2, 3. Столбик без накида в арку. 1, 2. И еще один надо связать. 1, 2, 3. Одну петлю пропускаем под следующую. Посильнее здесь вяжем. Так, значит, мы провязали 2 ряда по 3 петли и между ними по одной петле. Теперь по 4 петли. 1, 2, 3, 4. И в первую арку. 1, 2, 3, 4. В следующую. 1, 2, 3, 4. В следующую. 1, 2, 3, 4. У нас здесь на одну петлю увеличилось, значит, здесь тоже на одну петлю надо увеличить. То есть пропускаем 1, 2, а уже вяжем под третью. 1, 2, 3, 4. Второй ряд по 4 петли вяжем под первую арку. 1, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. Вот здесь арка. Не забудьте про нее. Один, 2, 3, 4. Значит, 2 петли пропускаем под третью. Так, это мы один ряд связали из 4 петель. Теперь 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот первая арка. Вот сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Один, 2, 3, 4, 5. Это мы вяжем первый ряд из 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Один, 2, 3, 4, 5.
Вот последняя арка. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь пропускаем 3 петли. 1, 2, 3, вот в четвертую. То есть на одну петлю увеличиваем. Увеличиваем арки и увеличиваем переходы. 1, 2, 3, 4, 5. Это уже второй ряд. Сразу в первую арку. Четыре, 5. Один, 2, 3, 4, 5. Три, 4, 5. Вот арка последняя. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь тоже 3 петли пропускаем. 1, 2, 3. И под четвертую вяжем. И теперь набираем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сразу же в первую арку. И так мы вяжем 2, 3, 4, 5, 6. И так мы вяжем, увеличиваем арки и увеличиваем здесь петли до того места, вот где мы поставили маркеры. Дальше вяжите самостоятельно. Вот довязываю я уже до маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 пропускаю. И соединяю. Итак, довязала я с увеличением до маркеров. И теперь мне увеличивать не нужно. Вязать по прямой. Вот набрала 6 петель. В последнюю арку соединяем. И теперь набираем только 3 петли. 1, 2, 3. То есть половину петель арки. 2 ушка пропускаем или 2 петли. И в третью будем соединять. Опять 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повернулись. И теперь мы уже сюда не вяжем, а вяжем в следующую арку. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в следующую арку. Сколько у вас получится петель, я не знаю. В зависимости от размера. Значит, вы вяжите до следующей стороны, до следующего маркера. И я вам покажу, как здесь заканчивать и опять начинать. Вот довязываю я ряд до конца. 6 петель. В последнюю арку соединяем. 1, 2, 3.
2 петли пропускаю, под 3 соединяю. Так, смотрим, сколько арок получилось. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь набираем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваемся. И уже в эту арку не вяжем, а вяжем в следующую. И опять 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в следующую соединяем. Вяжем так до другой стороны, и я вам еще раз покажу начало ряда и конец ряда. Вот довязываю я опять до конца, связала 6 воздушных петель. В последнюю арку соединяю и вывязываю только 3 петли. 1, 2, 3. 2 пропускаю, в 3 соединяю. Так, и смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 арок также и осталось. И вот таким методом вяжем по прямой. И вот таким методом вяжем по прямой. То есть теперь мы опять набираем 6 петель, или сколько у вас там получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6. У вас может быть 7 или 8. И опять эту арку мы не трогаем, а в следующую вяжем. 2, 3, 4, 5, 6. И так вы вяжете до практически конца, только один ряд оставьте. Мы будем вязать с вами вот здесь по центру пико. Все, дальше вяжем самостоятельно. Вот довязала я предпоследний ряд. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 арок так и осталось. Вот она изгибается шапочкой. Вернее, часть шапочки. Налобная часть. Кстати, что хочу сказать. Маркеры не вытаскивайте до тех пор, пока вы не закончите вязание. И когда удостоверитесь, что у вас все нормально, тогда уже вытащите. Так, теперь что? Смотрите, вот здесь хвост остался. И здесь. Вроде одинаковые. Но если мы начнем сейчас вязать, вот, по идее, мы должны набрать 6 петель, и соединить в эту арку. Тогда хвост здесь останется. А здесь он уйдет. Принцип трикотажа. Поэтому что мы делаем? Мы переходим в уголок.
провяжите пройдите соединительными петлями вот до этого угла. Вот так. И последний ряд мы будем обвязывать арками с пико. Но пико лучше вязать на нечетном количестве петель. Вот у меня 6, значит я буду вязать 7. 1. И затем я повернусь. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Вот в четвертую петлю. И вот так провязываем. И набираем еще 3 петли. 1, 2, 3. И в следующую арку соединяем столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Вот в четвертую петлю. Соединяю. 1, 2, 3. И в следующую арку столбик без накида. И вот у нас последний ряд будет с пико. Все, и так вяжем до конца. И этот ряд у вас как раз совпадет с уголком. Вот дохожу я до конца ряда. И мы должны провязать последнюю арку и пико. Мы вязали здесь на 3 петлях. Значит, на 3 надо и вязать. Только еще для пико добавить. То есть 1, 2, 3, 4, 5. В четвертую соединяем. И вывязываем только 2 петли. 1, 2. И вот сюда в уголок соединяем. И вот у нас пико получается. Значит, запомните, здесь пико на маленькой арке. Вот, в принципе, и все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Точно так же, как и я вязала в начале. Вот таким образом получается налобная часть. А здесь вот таким образом будет. Значит, единственное, что я немножко погорячилась, короткий шнурок связала. Надо было его связать длиннее и вязание начинать не с самого начала, а отступить, чтобы завязки были. Вот. Я сначала думала полностью вот эту часть свяжу спереди и сзади, и затем поставлю. Поэтому я немного не учла. Значит, если кто думает на завязках, значит, еще раз повторю, шнурок вяжете подлиннее, чтобы завязывался на узелок. И только отступив, начинаете вывязывать саму корону. Осталось
Значит, заправить хвосты, постирать, накрахмалить. На данный головной убор, или можно сказать украшение, я на плотность облегания не давала вот на эту часть. То есть не рассчитывала, чтобы убавилось. Почему? Потому что когда будем крахмалить, крахмал сожмет это все. И после высыхания нужно только отпарить, не гладить. И поэтому изделие сожмется. Поэтому вы тоже обратите на это внимание. Берете размер головного убора и конкретно по нему вяжете. Ну вот видите, как хорошо лежит. Вот. Легла. Все накрахмалится. Здесь встанет. И будет, я надеюсь, симпатично. Ну вот, и закончили мы с вами вязать кокошник, который можно использовать как корону на Новый год для детей. Вот она у меня жесткая. Чуть позже я вам расскажу, как я придавала жесткость. Потом берете шпильки под цвет волос. Вот я купила вот такие красивые. И закрепляете на голове шпильками. Как я придавала жесткость? Вот я взяла пеноплекс. Можно взять фанеру, у кого нету. Значит, берем кокошник. Берем полиэтиленовую пленку. Я вот файл разрезала. Вот так укладываем. Берем иголки, накалываем иголками. Затем берем кисть и раствор. Раствор как делать, я опишу под видеороликом на канале YouTube. И берем кисть и сначала намазываем вот эту часть. И кладем возле батареи, чтобы высохла вот эта часть. Сильно сразу не намазывайте. Так, слегка, пусть подсохнет, вы посмотрите жесткость. Потом еще раз пройдете, уже посмотрите, как у вас получится. После того, как у вас эта часть высохнет, возьмите либо манекен. Вот у меня манекен есть. Я расскажу, как я на манекен надевала. Либо на воздушный шарик. Наденете. Я расскажу, как закреплять, чтобы не упало. И потом смажете вот эту часть. Значит, как налобную часть закрепить? Как я ее фиксировала? Беру мешок полиэтиленовый. Сначала сюда надеваю вниз и закрепляю резинкой. Так. Потом беру пакет, сверху надеваю. Чтобы не испортить манекен. И надеваю резинку вот так. Ну а дальше там на чем вы будете растягивать, фиксировать в какую-нибудь емкость и будете обмазывать.
Так, наденете и будете обмазывать. Здесь плотненько зафиксируйте. И уже резинкой закрепляю по голове и вниз. И из центра, вот отсюда из центра, сзади тоже резинкой закрепляю. И держится, сохнет. Точно так же можно и на воздушном шарике. Сейчас я вам покажу. Вот, допустим, шарик воздушный. Вы его надуете. Сюда подвесите груз какой-нибудь. Гирю. И опустите в банку. В какую-нибудь. И на него наденете кокошник. И будете обмазывать. Значит, чем можно закрепить? Закрепить можно сахарным сиропом, можно развести клей ПВА. Тоже закрепить. Значит, состав, как развести, я распишу, как я уже сказала, под видео на своем канале. Ну вот, вроде бы и все. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.